положи ее тут. Итари, это безумие. Я бы на ее месте не согласился. Мы даже не знаем, как хорошо она играет или поет. Мне плевать. Ты только что сказал, что я заказала ее собственная мачеха, что у нее нет родных, и рано или поздно от нее избавится кто-то другой. Я не могу закрыть на это глаза. И в безопасности, как мне кажется, она будет именно у нас под носом. Придумаем легенду для ее мачехи. Из-за страха быть пойманной девочка будет действовать осторожно. А что будет потом, решать уже не нам. Ее надо уговорить. Не знаю как, но надо. Ну и где она будет жить все это время до, как решит, что дальше? Ей 16. У тебя? Что? А получше идей не было? У меня вообще-то еще и брат есть. Именно из-за твоих подработок мы сейчас это обсуждаем. Так что расхлебывай сам. Ты ж сожрешь меня, если я не сделал, как ты хочешь. Хуже. Сдам тебя с потрохами. Она, похоже, проснулась. Идем. Что? Где я? Ты на втором этаже клуба. Ты отрубилась, и мы решили перенести тебя сюда. Привет, я Джейм. В общем, как бы это ни звучало бредово, но мне Итари все рассказала. Мы бы могли взять тебя в группу, нам нужен клавишник. Да, если ты поешь круто, то иногда было бы прикольно подключить женский голос в песне. Ты как на это смотришь? Это шутка такая. Меня от выпивки глючит так. Вы с моих слов поверили, что я что-то могу? Так продемонстрируй. Пьяный мастер в трезвом виде еще круче. Я же уже говорила Итри, что я не могу по личным причинам все равно вступить в вашу группу. Мы тут посовещались, и мы можем решить эту проблему. Да, можем. В плане, как? Побег из дома. Мы тебя укроем. Ты сменишь имя, школу, круг общения. Зато станешь свободной. Будешь заниматься тем, чем хочешь. Это шутка? Звучит неправдоподобно. Я попала в фильм про шпионов? Она серьезно. Фигня какая-то. Зачем вам это? Какой смысл заботиться о незнакомой девушке? Брать на себя обузу? Ну... Понимаешь, Итари так прониклась в твоей истории, что не смогла пройти мимо и не помочь. Тебя же все равно там ничего не держит, как я понял. Все это сомнительно. А рискнуть не хочешь? У тебя не будет больше такого шанса. Мне надо подумать. Все это заманчиво, но... Слишком много «но». Понимаю, но не тяни. Лучше это сделать быстрее. Идите с Джеймом вниз. Сыграй ему. Он тебя подбросит и объяснит план. А решать уже тебе, что делать. Всем привет! Вы на канале Лис Юган. Меня зовут Ксюша, и мы с вами продолжаем играть в Династию Дисней, первое поколение, Белоснежка, мое видение. У нас на повестке вторая серия, да, долго не было всего, потому что лень, матушка, во-первых, во-вторых, нужно очень было много времени для того, чтобы сделать то, сё, пятое, десятое, и я боролась с тем, чтобы подумать, все-таки оставить субтитры, как это было, или все-таки делать озвучку. Вот, потом пока нашла всех, пока это то все, пока смонтировала. В общем, все очень долго, сложно, и поэтому долго не было серий. Буду исправляться, пытаться выпускать почаще, но пока что так, как есть. Мы с вами очутились в доме братьев Крайтер, и по идее,
Я уже который раз нажимаю, чтобы какая-то булка взяла и приперлась сюда пораньше с работы. Давайте разбудим Филиппа и сделаем все потребности, потому что Филиппу вообще-то в школу. Я надеюсь, что Джеймс все-таки успеет прийти к нам тут до того, как ему нужно будет отправиться в школу. Филиппу. Так, позавтракать. Блин, он будет готовить. Быстро перекусить что-нибудь можно? Бутерброд с ветчиной и сыром. Why not? Не знаю, успеет он или нет. Вот тупо не работает у типа раньше. Вернись, пожалуйста, к нам. У Джейма же вот эта вот подработка. Кто не понял, Джейм у нас играет как бы роль дровосека. И я не стала делать, что типа Белоснежка узнает о том, что вот ее хотят убить и так далее и тому подобное. Вот как это есть в сказке. Пока мы будем держать это в секрете. И пусть она думает, что это просто такой план, чтобы она смогла выступать в группе. Мы хотим ей помочь из каких-то плохих целей, намерений, что вот она такая птичка в клетке. Вот. Грустный, кушать хочет. Бедняжечка, бедолажечка, а Джейм все еще не приходит. Так. Уже сейчас будет 8, и нам нужно будет идти в школу, а Джейма нет. Где Джейм? Вы типа раньше это на час, что ли? Я хочу, чтобы ты пришел сейчас. Вот, и поскольку он выполняет такую роль травосека, он заказной наемник-убийца по моему сценарию, то у него есть карьера преступника, где он тоже получает какие-то денежки, вот, чтобы мне самой это не считать. А еще у нас дофига 7 миллионов, не переживайте, я попозже это удалю, это просто из-за того, что я, когда делала кат-сцену, я просто всех сгребла, кого только можно, и весь семейный бюджет объединился, на самом деле они, естественно, не такие богатые, это офигеть как много. Вот. Ты пока не идешь в школу, подожди, пожалуйста. Ура! Вернулся. Вернулся, не запылился. Так. Ага, здороваются наши братья. И... What the fuck? У меня, короче, баг, как будто он еще на работе. Видимо, это будет до 10 утра, пока он, да? Так, давайте мы с ними... Ну, типа, они обсудят, что было вечером. Пойдет он попозже, ничего страшного, я думаю, не будет. Так. Скажет, что типа, вот, там люди отжигали, все нам, все дела были довольны, хорошо выступили, я доволен. И давайте расскажем ему о том, что, возможно, сегодня вечером или ночью там произошла кое-какая проблема. И, в общем, нам нужно, чтобы у нас какое-то время перекантовалась девушка одна. У нее там проблемы, сложная ситуация в жизни. Вот. Я думаю, что Филипп не будет против. Он такой мальчик у нас добрый. Вот. И для него это не будет проблемой, что девочка придет. Ну, Джейм расскажет всю историю, в принципе, что вот я там такой-сякой собирался выполнить заказ на девочку. Действительно, он собирался ее убить. Что вот они там думали, что денег он срубит, все дела. Взяла и вступила Ситери за нее, и, в общем-то, девочка должна теперь как-то быть в безопасности, а иначе Итери не отстанет, да и действительно ее очень жалко. Не будем его брать. Нет! Так. Тебе надо еще подрасти. Над эмоциями. Давай, тебе надо еще подрасти. Блин. Так, пусть он отправляется в школу, уже топай туда. Мы и так задержались на 1,5 часа на целых. Вот. В принципе, Джейм что хотел, ему сказал. Он примет душ. Наверное, кушать он ничего не будет. Убирать он точно ничего не будет. Не Джеймово это дело. Да.
Пусть у него будет левая сторона и будет спать. Естественно, Белоснежка будет спать по замыслу в данной комнате, а мальчики будут кантоваться в другой. Вот такая у них небольшая квартирка, евро-трешка, наверное, так это называется в данный момент в России. И вот мы получили немножко денег, так скажем, как раз-таки за работу, которую нам заказала эта женщина. Ну, типа предоплата. Потому что, ой, как будет злиться мачеха, когда узнает. Что на тебе надето? Это я тебя так одела? Я такого не помню. Ну ладно. Вот. И я думаю, что сейчас мы перейдем в семью Белоснежки и посмотрим, насколько там негодует эта женщина. В общем-то, мачеха у нас спит, Белоснежку уже отправила в школу, она не успела прийти вообще, практически не выспалась, я даже не знаю, успела она перекусить или нет. Данным процессом я не следила, и мачеха спит сладким сном и думает, что ее проблемы решились, потому что вообще уговор был на то, что Джейм именно сегодня сделает то, о чем они договорились. Я думаю, что она уже может вставать, примет какую-нибудь в грязевую ванну, сделает все свои потребности, и если у нас есть что покушать, а я вижу, что у нас есть что покушать. Блин, я хедлайны убрала, и теперь я даже не могу, насколько свежие посмотреть. Давай возьмем порцию. Я забыла поставить предметы, которые были после вечеринки. Ой, так, где у нас в этой коробке? Значит, диван здесь стоял, насколько я помню. Здесь стояла тумба. И на тумбе стоял телевизор. Откуда у нас кисточки? Они тоже здесь стояли? Ну пусть стоят, окей. Откуда у нас кисточки взялись? Я не против. Да, в общем-то, она пока что в нейтральном настроении. Я бы даже сказала, ближе к счастливому. Возможно, сейчас после грязевой как раз-таки выйдет такая радостная вся, что, мол, вот я и избавилась от этой девочки-припевочки. Вот, наконец-то. Вообще план какой? Она избавляется от Белоснежки. Есть свидетели, она надеялась на то, что прислуга, в случае чего, под нажимом скажет, что да, действительно, я видела, как девочка уходила, вот, наряженная, все дела. А где у нас, извините? Я не понимаю, что происходит. Короче, вышло обновление в Sims, и двери багаются, которые у меня вот здесь, они, по-моему, прозрачные. И посмотрите, и некоторые окна. И также в клубе. Вот, и я не понимаю, короче, чем это связано. Спасибо большое разработчики. Ну, функционально, и слава богу. Вот, в общем-то, девочка, мол, вот, такая ушла куда-то. Вот. Скажут, что, ну, типа, ее тут строго воспитывали, ну, в плане того, что, типа, особо гулять, и вот она решила сбежать. И что она пошла в клуб, как ни крути, неизвестно, кто там в этом клубе, с кем она там общалась, разговаривала и так далее, и тому подобное. Ну, там, как бы, должны были подтвердить, что действительно, да, была такая девочка, вот. И полиция бы искала, потому что Белоснежка же пропала, и через какой-то период времени Джейм должен был сказать, где он спрятал труп. Подкупной полицейский должен был там провести какую-то разведку по другому делу, случайно наткнуться. И, в общем-то, сначала она, значит, без вести пропавшая, сама она сбежала, потом она... Кто это? Сначала друзья, потом уроки. Снежка Белла сегодня попыталась улизнуть с урока, чтобы утешить плачущего друга. Что и сказать? Уроки пропускать нельзя, образование важнее. Когда тебе сразу спалили, что ребенок вообще-то в школу пошел. Да, сейчас мы должны быть в шоке немного. Но, в общем, суть в том, что после того, как, значит, она сбежала, якобы сама, неизвестно с кем она связалась, искали бы какого-нибудь преступника, на кого-нибудь бы повесили, опять-таки за свою плату, все происходящее. Потом, когда узнали, что умерла, все имущество, и в том числе бизнес отца, который там есть, они бы перешли к кому? Правильно, к последней, к жене, к нашей мачехе, к Эмили.
Еще бы вспомнить за месяц, как их всех зовут, кроме Белоснежки, Джейма, Филиппа и Итери. Вот. То есть, в принципе, план был таков. Потому что, ну, мачеха прекрасно понимает, что Белоснежка вырастет и станет 18 лет, и она станет полноправной хозяйкой, владелицей, собственницей всего, что было у отца. Можно, конечно, признать ее неменяемой, но, блин, это обуза, которая нафиг не нужна никому. Вот, поэтому я думаю, что она как-то вот не особо хочет с этим возиться, и ей легче избавиться, ее совесть ни разу не будет мучить. И поэтому ей там порекомендовали как раз-таки Джейма, сказали, что он отлично подойдет на эту роль, не будет задавать лишних вопросов, и, в общем-то, можно ему довериться. Ну вот, мы доверились, а там такая Итери взяла и, можно так сказать, все испоганила. Белоснежка вообще сейчас находится в раздумьях. Вот. Ей нужно это сделать как можно скорее. Ей прям поставили перед фактом, что типа, вот если ты в течение дня не решаешься, Джейм придет в любом случае к дому вечером. И если Белоснежка выйдет, значит, она согласилась на все условия, что типа она будет жить у Джейма. Джейм уже сказал, что он живет с братом, что все сменит, школу сменит. И где-то неделю она не сможет никуда. Ну, не неделю, ладно, тут просто в Симсах очень все быстро происходит, но там пару дней, типа, она не сможет никуда ходить. Вот. Потом ей сменят имя, фамилию, документы подделают, все. Может быть, даже сменят имидж. Она будет подрабатывать у них в кафе, чтобы у нее были более-менее какие-то доходы, будет выступать. За выступление тоже приходят кое-какие денежки. Вот, она будет их откладывать, и когда ей станет 17, и она почувствует себя более-менее такой, знаешь, взрослая, она будет сама решать. Джейм не сказал, что ее заказали, естественно. Ни о чем ей таком не сообщал, потому что, ну, как-то пугать ее не хочется. Она едет под крышу к преступнику. Я бы, наверное, на ее месте не согласилась. Ой, она у нас вернулась. Вернулась она из школы. Это отлично, что тебе не хватает по потребностям. Давай мы переоденем. Почему ты так в школу-то собралась? Ну, одень обычный свой наряд, и все. Вот. Она реально думает, что просто жест воли, вот прочувствовались к ней, прониклись. Ну, в принципе, так и есть, но основная... То есть Итари бы, если бы она услышала историю, она бы ее, конечно, пожалела, может быть, предложила какие-то варианты решения, но вот так вот впрягаться, чтобы обязательно у Джейма она там ночевала и так далее, я думаю, что она бы не стала, потому что это все-таки чужой ребенок, и если там ей плохо живется, до 18 потерпит, а потом уж сама что-то будет разбираться. А вот когда тут уже жизнь подвергается опасности, тут, конечно, есть о чем подумать. Стой! Ты у нас увидишь, что Белоснежка здесь. Придешь в ярость. Какого хрена? Наругаешься на нее просто без повода. Давайте еще какое-нибудь злобное действие сделаем. Давайте еще что-нибудь скажем ей. Так, остановись. Тут сейчас на тебя ругаться будут. Да блин, ты не пришла в ярость, женщина. Что это такое? Это какая-то не ярость. Ты что? Ой. А ну-ка, злобные действия. Прийти в ярость, я сказала. Еще что-нибудь оскорби, давай. Ну. Я думаю, что она сейчас пойдет в свою комнату. Сколько нужно сделать злых действий, чтобы она стала злая? Алло.
Белоснежка вон уже сердитая вся. А ты что? Вот, собственно говоря, она очень злая из-за того, что, ну, вообще-то она ожидала, что сегодня уже совсем будет покончено, и она, естественно, позвонит Джейму и скажет, какого фига, какого хрена она еще жива, почему она там не тлеет где-то, мы же договорились, я уже даже там какую-то часть заплатила тебе денег. Как это понимать, все дела? Джейм ей ответит, что, мол, не вышло, потому что Белоснежка очень быстро ушла. Она же не знает, когда она вернулась. Вот, быстро ушла, они не успели ничего сделать. И, собственно говоря, мол, извиняйте, она вроде ее как уговорили прийти к нам еще раз сегодня, и она вроде как согласилась. Типа, не чините препятствий, все дела, и она позвонит, скажет, Стив, ты там вот мне посоветовал данного киллера, он не выполняет свои обещания, он ее успокоит, скажет, типа, Джейм всегда все выполняет, и если он сказал, что не вышло, значит, действительно были какие-то обстоятельства, мол, доверься ему, и, ну, в принципе, я думаю, что тогда она успокоится и скажет, что ну ладно. Белоснежка, как я уже говорила, что для нее Виктория является подругой, больше ей не с кем общаться, она ей расскажет, что, мол, вот я, представляешь, ходила, мне вот такое сделали предложение. И от Виктории на самом-то деле не скрывается ничего. В плане того, что она знает, она подслушала разговор, она видела, что Джейм приходил, она слышала примерно, о чем они говорили, и может догадываться, что на самом-то деле Белоснежке грозит опасность. И я думаю, что Виктория ей посоветует, конечно же, соглашаться, идти. Она хочет добра, и она понимает, что, ну, если, предположим, сегодня она вернулась домой, да, вот, то, значит, что-то пошло не по плану, и раз ей такое предлагают, может быть... Конечно, у нее есть подозрение, как у взрослого человека, что Белоснежку может быть в какую-то ловушку. Вот у нее, видите, даже выражение лица, она как-то переживает, смущена всеми обстоятельствами. Но почему-то ей интуиция подсказывает, что, в принципе, им можно доверять, и это, в принципе, шанс для Белоснежки, может быть, зажить более-менее нормальной жизнью, насколько это возможно. Ой, что-то у нас тут протухло, да уберем, поможем. Виктории нам не сложно. Вот. Поэтому в случае чего Виктория прикроет Белоснежку. Ну, поскольку Белоснежка не знает, что ее заказали, то она будет думать, что ее будет искать мачеха, все дела. Вот. Поэтому она всем поделилась. Что это? Понятно. Всем поделилась с Викторией и попросила ее совета. Виктория посоветовала бежать и в случае чего прикрыть ее. Поэтому как минимум один человек на нашей стороне. Я думаю, что Виктория, если бы что-то случилось, что-то произошло с Белоснежкой, она бы это так бы не оставила, она сдала бы всех с потрохами, и просто так бы это не прошло бесследно для мачехи и для самого Джейма. Так, и чё она? Она не к нам прется? Нет, не к нам. Я уже испугалась, что, по-моему, у нас проблемы. Так, вот сейчас, если Белоснежка... А что это у тебя еще замедлит? Интересуется клубами. Ну так сходи куда-нибудь с клубом со своим вместе. Скучно ей, скучает она по этим клубам.
Да, ну, в принципе, она злая, конечно, что это не произошло прямо сейчас. Она-то надеялась, знаете, когда ты ждешь чего-то и такой думаешь, вот уже, вот оно, а оно хоп, и перекладывается, откладывается, и уже нет такого счастья, она злится, но она доверяет Стиву, она считает, что, ну, может быть, действительно что-то пошло не по плану, что-то пошло не так, почему бы и нет. Так что пусть она побегает, гневная пробежка, выпустит немножечко свой пыл. Ого, уже 8 вечера, ничего себе время летит. И Белоснежка очень хочет спать, потому что она особо не спала. Ей сейчас, ну, как бы спать до поздней ночи. Я думаю, что она все-таки согласится. Я думаю, она даже согласится не потому, что она, ну, хочет сбежать из этого дома, да, заниматься музыкой. В принципе, ей ничего не мешает подождать еще пару лет, когда совершеннолетие. А скорее она хочет попробовать что-то новое. Просто у нее в голове, что вот она сейчас, если что, поживет где-то там, вот, позанимается тем, чем ей нравится, и в случае, если вдруг что-то пойдет не так и будет не устраивать, она просто вернется домой. Она не совершает никакого такого прям преступления, кроме подделки документов. Да, то, что она будет использовать поддельные документы. Вот, ну, я думаю, что ее больше как манит то, что она уйдет из дома, будет заниматься тем, чем ей нравится. Это новые эмоции, новые какие-то приключения. И если ей понравится, то зачем ей сюда возвращаться? А если нет, то, в принципе, можно вернуться в свой родной дом. Она же не знает, что вообще-то у нее будут небольшие проблемы с тем, что ее хотят заказать, и вообще будут думать, что она умерла. Все это время, пока она будет отсутствовать. Она в таком невидении, и вот этот бунтарский дух, который все-таки присущ подросткам, когда хочется противостоять всему. Бунтарство, несмотря на то, что она такая спокойная, добрая девочка, миленькая, он все-таки в ней есть, ей интересно, и раз ее поддерживают взрослые, то почему бы и нет. Так, кушай, и давай мы пойдем с тобой спать ляжем. Ты чё тут в другой ванне купаешься? Не твоя ванна. Я что, не закрыла дверь эту? А ну иди. Какая ты. Так, тебе тоже нужно покушать. Покушай. Ничего сами не могут делать. Вообще ничего. Ну. Да, изнеможение. Часа 2 до усталости. Я думаю, что она действительно приляжет поспать на 2-3 часа, поставит будильник. Они договорились, что где-то в полночь 4 утра она может выйти, и ее заберет Джейм без проблем. Вот. Поэтому... Господи, как они смешно тупают, когда злятся. Прям так топ, я разнесу эту тарелку с яичницей и тостами, вы меня не остановите. О, как же долго торт на самом деле хранится у них тут. А отсюда забрали? Блин, ну протухни ты уже, пожалуйста. Я не могу положить в багаж. Я не знаю, что произошло. Не владеет этим предметом. Ну, блин, я ее поздравляю, что она им не владеет. Что теперь? Так. Знаете, у меня еще такой вопрос. У Дворецкий-то вообще она спит? Блин, зашибись. Почему все нравится ванная Белоснежки? Какой-то кошмар.
Реально какой-то кошмар. Завтра, кстати, четверг по сим времени. И это вот как-то в школу не идти, нам начнут звонить директора, искать. Ну, в общем, шумиха, которая ожидалась сегодня, просто перенесется на один денечек попозже. Я думаю, что ей тоже пора спать. Ей даже не пора спать, ей нужно идти спать или хотя бы сделать вид, что она легла, потому что ей нужно убедиться, что девочка уйдет. Спасибо вам большое за просмотр данной серии. Не забудьте ставить лайки, подписываться на канал, смотрите другие видео на канале. А я с вами не прощаюсь. Всех люблю. Всем пока.